Друзья, всем привет, это Александр, вы на канале Виски Games, и сегодня у нас новенький обзор. Эмбарго спала, и я наконец-то могу вас познакомить с весьма прикольной игрой под названием Snowtopia. И наиграл я в нее уже порядка 8 часов, в целом за это время вполне можно нормально ознакомиться с игрой и вынести свой субъективный вердикт. Игра переносит нас в заснеженные горы, рай для горнолыжников, сноубордистов, новичков, профессионалов лыжного спорта. Нашей задачей в игре является, как вы, наверное, догадались, строительство собственной горнолыжной базы, которая станет центром притяжения как новичков, так и звезд лыжни и снега. Старт игры встречает нас красивыми видами заснеженных гор, которые в скором времени будут обтянуты вдоль и поперек канатной дорогой и крутыми извилистыми трассами с самых вершин до уютной базы лыжников. Нам предстоит построить трассы различной сложности, которых здесь 4, и они определены цветовыми индексами. Зеленая для новичков, синяя для любителей, красная для профессионалов и черная для экстремалов. Мы неоднократно увидим, как люди будут падать и набивать себе шишки на этих трассах. Строительство же трасс достойно отдельного упоминания. Подобной механики я еще не видел. При строительстве трассы учитывается и угол наклона горы, радиус поворота, ширины трассы и наличие препятствий. Все это классно визуализируется цветовой индикацией и становится сразу понятно, какого уровня сложности будет трасса. Построить идеальную красную или черную трассу у вас вряд ли, конечно, получится, да, и это ни к чему. Трассы разнообразны и тем самым интересны лыжникам. А чтобы до каждой трассы посетители могли добраться, необходимо проложить канатную дорогу, разновидностей которой здесь большое множество, от маленьких сидушек до больших гондол на 16 человек. Что-то движется быстро и с ветром в лицо, а что-то медленно и на мягеньком кресле, выбирать только вам. И всю эту картину снежного умиротворения дополняет необходимость кормить, обогревать и обслуживать толпу отдыхающих. В наших распоряжениях находятся времянки, чайные домики, фастфуды, полноценные шале для клиентов побогаче. А чтобы все эти прелести открыть, нам необходимо обустроить нашу базу научной лаборатории, которая, используя богатое дерево технологий и наши предпочтения, изучит для нас все необходимое. И уже от нашего выбора будет зависеть, как мы будем развивать в дальнейшем базу. На данный момент есть два пути развития: расширенная зона катания и оптимизированная зона катания. Отличаются набором технологий, а именно подъемники у одних более вместительные, у других более быстрые, а волонтеры либо более самостоятельные, либо более эффективные. Набор технологий тоже весьма интересный. Он делится на три ветки: подъемники, обслуживание и клиентский сервис. У подъемников можно увеличивать скорость движения, улучшать тормоза, добавлять антиобледенительную систему, увеличивать допустимый угол наклона и тому подобные вещи. В ветке обслуживания нам откроются новые способы улучшить наших работников, от шипованной резины вплоть до теплых рукавиц. Все это, естественно, влияет на скорость работы наших сотрудников и скорость работы лифтов. Для клиентов же мы можем разработать чайные домики, фудтраки, теплые резиденции с камином, ну это так условно, конечно, все. Но все эти прелести омрачает пару моментов. Первый – отсутствие какой-либо экономической модели. Если вы думали, что вам придется брать кредиты, продумывать ценовую политику, куда-то и сколько-то инвестировать, то, увы и ах, этого здесь нет. Единственная мера оценки успешности вашего курорта – это удовлетворенность клиентов, которая, как я понял, больше зависит не от того, сколько вы для них поставили кофеин и домиков, где можно скушать суп и выпить чай, а от очереди на подъемник и то, как часто они падают на трассе, легкомысленно понадеявшись на свой опыт, естественно. И со временем у вас накопится такое количество нытиков, что им не сможет помочь никакое количество волонтеров. Второе, конечно, это, что не понравилось, отсутствие какого-либо вызова в миссиях. По факту у вас только отличается ландшафт на карте, но больше ничего. Нет разнообразия целей от карты к карте, нет случайных событий, которые ставили бы вас на четвереньки и заставляли бы ползти вверх против ветра. Игра больше медитативная и неспешная, чем вышибающая из вас 7 потов. Нет никаких миссий, нет никакой пока кампании, ничего такого нету. И третье, пока всего в принципе очень мало. Я понимаю, что достаточно узкая тематика, но как минимум не хватает обслуживающей техники, украшения вдоль трасс и визуализации самих работников нашей горнолыжной базы.
Возможно, конечно, все эти минусы временные, и на релизе игра преобразится и станет богаче, чем есть, но пока вот так. Сколько будет стоить игра в Steam, тоже пока на момент записи я, к сожалению, не знаю, потому что игра досталась мне бесплатно на обзор, и ценовой политики мне пока не ясно. Но учитывая то, что большинство игр от этих разработчиков весьма лояльны в цене, то думаю, и эта игра будет стоить своих денег. Пока же игре можно поставить твердое «хорошо», отличная идея, с отличными механиками, но без экономической модели, что сразу ворует несколько баллов у игры. Сюда бы хорошую кампанию, набор нестандартных миссий и будет конфетка. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, а мы с вами увидимся уже в следующих видео. Пока.